Всем привет, с вами BioFoxe, и это видео я уже давно хотел выпустить, но из-за обстоятельств постоянно что-то откладывалось, и смогли сделать это только сейчас. Где-то полгода назад в Твиттере мне случайно попался короткий отрезок, где Леон атакует два тирана. Тогда я подумал, что это просто мод, и такого не может быть, ведь в Resident Evil 4 никогда его не было. Но я ошибался. Как впоследствии выяснилось, парень с ником Imus, который также работал над созданием Twix для Resident Evil 4, нашел в файлах игры неиспользуемый АИ тирана. Я думаю, вы и так знаете, что АИ это фактически искусственный интеллект, который отвечает за поведение врага, его атаки и способности. Как оказалось в файлах Resident Evil 4, еще со времен триал-версий, выходивших на GameCube, упоминались противники под номерами 06 и 09. Но кроме этих данных у нас ничего больше не было. А спустя много лет, когда вышло HD-переиздание Resident Evil 4, в релизную сборку попало много бета-контента, который отсутствовал в других версиях игры. Среди этого контента оказались данные врагов под айдишниками 09 и 06, а ими оказались Тиран и Хантер из Resident Evil Remake 2002 года. Анимации и модели с текстурами были полностью идентичны версиям этих врагов из ремейка. Более того, совпадали даже ID этих врагов в разных играх. Тиран и Хантер в ремейке также находились под номерами 06 и 09. Также хочу добавить, что все остальные номера никем не заняты, из чего можно сделать вывод, что в еще более ранних версиях Resident Evil 4 присутствовал весь список врагов из ремейка, а не только Хантер с Тираном. Что касается Хантера, то Imus не смог его активировать, поскольку не смог отыскать для него АИ, из-за чего не было возможности вернуть этого врага в игру. Анимации у Хантера меньше, чем у его версии из ремейка, отсутствуют такие анимации, как ваншотный прыжок с ударом когтями, и анимации, связанные с захватом и высвобождением из захвата с использованием ножа и гранаты. Очевидно, отсутствие этих анимаций связано с тем, что подобной механики никогда не было в Resident Evil 4, или он просто не мог использовать гранату или нож, чтобы контратаковать Хантера. А в отличие от Хантера, Тиран имеет внушительное количество анимаций, хотя далеко не все из них используются. В частности, не используются анимации с протыканием игрока насквозь его когтистой рукой, а также у Тирана и Хантера отсутствует библиотека голосов и звуков, из-за чего оба этих врага являются абсолютно немыми. Кстати говоря, Imus не только смог найти и активировать АИ Тирана, но он также усовершенствовал его, поскольку АИ Тирана имел достаточно серьезный недостаток. Дело в том, что у Тирана неправильно работал скрипт, активирующий состояние атаки, из-за чего Тиран застревал в состоянии ходьбы, и по приближению вплотную к игроку он даже не атаковал его. К сожалению, это не единственная проблема Тирана. Этот парень также не способен лазить по лестницам, перелезать через окна и вообще как-либо взаимодействовать с дверьми и окружающими объектами. Возможно, для таких действий разработчикам пришлось бы уже создавать новые анимации, которых, соответственно, не было в ремейке. А Тиран, вероятно, добавлялся в качестве временного врага до того момента, пока не был заменен новым полноценным врагом. И да, кстати, Тиран не способен определить дистанцию до игрока по высоте, вследствие чего при приближении он атакует по воздуху. Естественно, я решил проверить реакцию Тирана на различные виды оружия. И если неспособность Тирана взаимодействовать с интерактивными объектами неприятна, но не критична во время боя, то вот с оружием у Тирана совсем беда. По неизвестным причинам Тиран не способен адекватно засчитывать урон от наносимого по нему типа оружия. Простыми словами, любая пушка отнимает у него одинаковое количество ХП. Этот недостаток не позволяет использовать его как полноценного врага в каком-либо моде. 7 выстрелов из ТМП или 7 выстрелов из бабочки нанесут ему одинаковое количество урона. Лишь один пистолет наносит Тирану приемлемый урон, а также не вводит его в стан после каждого выстрела. Я протестировал различные оружия, включая ножи, гранаты и вообще в принципе все виды оружия, и все они давали один и тот же результат. Возможно, в будущем Imus как-то сможет решить эту проблему и пропишет Тирану новую систему для считывания урона от оружия. Однако маловероятно, что он будет заниматься этим, поскольку в этом нет заинтересованности со стороны аудитории. Несмотря на то, что ему сделал Тирана играбельным больше полугода назад, широкое обсуждение в группе по Resident Evil Тиран так и не вызвал. Можно сказать, что никто даже не обратил внимания на него. В любом случае, если кто-нибудь захочет поблагодарить его за проделанную работу, можешь с ним связаться, контакты я оставлю под видео. Что ж, испытывая Тирана на выживаемость, мне в голову пришла идея сделать с ним разные эксперименты. И, так сказать, проверить, на что он способен.
но мне самому будет интересно посмотреть, как будет вести себя тиран в той или иной ситуации. И, конечно же, я записал небольшой ролик битвы с тираном, чтобы вы могли посмотреть на него в действии. Что ж, всем спасибо и до новых встреч. Если вам нравится наше творчество, вы всегда можете поддержать нас своими донатами. Вся информация будет в описании. До новых видео. Ugh!